Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии, не расстраивай всемогущего. Возвращение все за одного. Настоящая причина рождения Тенка Шимуры. Другая сторона причуды распада, о которой мы даже и не подозревали. Тяжелая судьба главного героя после столкновения с противником в бессознательном мире. Мое предположение сбылось. Враг стал еще сильнее. Но что насчет Деку, пожертвовавшим всем для того, чтобы добиться раскола внутреннего барьера Шигараки? Что теперь он будет делать? Неужели все с самого начала было спланировано антагонистом? Глава получилась нереально лютая, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 419 глава манги моей геройской академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск с 419 главы. Прежде чем перейти к сюжету главы, Хорикоши радует нас артом на обложке журнала Weekly Shonen Jump с Мидорией и антагонистом все за одного. Ведь в предыдущей главе нам стало известно, что действия главного героя освободили его от оков воли Тенка Шимуры. К тому же этот образ нового ВЗО как раз таки из 419 главы. Я был удивлен, что нам так скоро показали его в цвете, но на этом плюшки не заканчиваются. Стали также известны результаты последнего опроса популярности по моей геройской академии. Первое место у нас занимает, кто бы сомневался, Кацуки Бакуга, на втором Мидори, третье место Тодаруки Шота, четвертое Даби, пятое Ястреб, шестое Старатель, седьмое Киришима, восьмое Иида, девятое Очако Урарака и десятое у нас закрывает Шоджи. Остальные же результаты вы сможете увидеть у меня в Телеграме или в группе в ВК, кому как удобно. Ну а мы переходим к самой главе. Повествование вновь-таки переносит нас в сознание Шигараки, в котором освободившийся ВЗО презренно обращается к Мидори, потерявшему свои руки, говоря, что он тот, кто заполучил одного за всех и забрал у него Йоичи, основу этой причуды. Из-за этого он презирал мальца, но в ту же очередь он благодарен ему за то, что тот сломил психологический барьер Шигараки, сформированный сильной волей, благодаря чему антагонисту удалось избавиться от подавления и выбраться на свободу. Далее мы лицезрим, как образ Томуры распадается во тьме бессознательного мира. Это говорит о том, что его сознание уничтожается, поскольку его тело и разум захватывает другая личность. Однако перед своим исчезновением Шигараки видит мимолетный образ ВЗО, который твердил, что Тенка никогда сам не принимал решений. Все эти годы антагонист намеренно подстраивал ситуации, будто у него был собственный выбор жизненного пути. Его контролировали с самого начала, а Шигараки даже об этом и не подозревал. Затем все за одного упомянул свои стремления, о том, как он попытался завладеть одним за всех, столкнувшись сначала с Банжо, а после и с Эн. Но ему таки не удалось достичь
достичь успеха, поскольку для того, чтобы отобрать эту причуду, антагонисту не хватало сильной воли, сумевшую сломить превосходящую волю тех, кто ему противостоял. Так что во времена, когда Всемогущий накапливал свою силу, Везуо начал искать решение своей проблемы. Ему нужен был кто-то психологически слабый, которого он мог бы контролировать. И именно тогда он познакомился с Котара, отцом Тенка Шимуры. Изначально все за одного положил глаз на Хану, старшую сестру Тенка, но она была уже достаточно взрослой, чтобы ему удалось с легкостью переломить ее сознание и подчинить себе. Так что антагонист уговорил Котара завести еще одного ребенка. То есть Везуо мало того, что причастен к строительству дома семьи Шимуры, так он еще был инициатором рождения Тенка. Он не просто раздобыл себе подходящий сосуд, а буквально создал его, изначально определив судьбу этого ребенка. И тут мне уже стало жаль Томору, ведь ему с самого рождения был уготован такой исход. И самое обидное, что до пробуждения причуды распада, в момент, когда он как ребенок мог просто играть в то, что ему нравится, его избивал собственный отец, которому запудрил мозги все за одного. Хорис, зачем ты заставляешь меня переобуваться? Также стало официально известно, что Тенка был рожден не с причудой распада, у него была другая, собственная. Но еще в младенчестве Везуо забрал ее себе, после чего спустя время, прикрываясь знакомым его отца, провожая Тенка домой, передал тот самый распад. Однако изначально эта причуда была совершенно другая и похожа была на реконструкцию Чисаки, но тот самый доктор изменил ее, удалив из причуды свойства к восстановлению, из-за чего-то трагедия с уничтожением собственной семьи и получением психологической травмы Тенка была предопределена с самого начала. Говоря другими словами, как только внук Наны Шимуры был рожден, уже ничего нельзя было изменить. Затем нам показывают последнюю фазу распада сознания Томуры на фоне того, что он успел пережить, где мы узнаем, что этот исход Везуо и планировал, то есть он добился то, чего хотел. И получается, битвы бронированного Всемогущего и Бакуга против него почти обесцениваются, ибо то, что они пытались предотвратить, все-таки сбылось. Но эту карту антагонист хотел разыграть после того, как Шигараки завладеет ОЗВ, вот только Деку своим вмешательством освободил его раньше. После чего, как сознание окончательно уничтожилось, образ Изуку выбросило в реальный мир, где перед нами постало новое существо. Антагонист, завладевший совершенным телом, с которым ранее не смог справиться даже Мидория со всеми факторами причуд одного за всех. Однако эхо сознания Томуры все еще раздавалось у него в голове, поэтому с фразой «заткнись» он создал руку, закрыв таким образом рот. И слушайте, какой же Везуо пафосный в этом образе. И ведь именно этот образ Хорикоши и изобразил на обложке журнала Weekly Shonen Jump. Но думаю, все заметили, что ранее тело Шигараки было более мускулистым, а сейчас оно стало худощавым. Все это случилось потому, что атаки, которые Мидория совершал путем ударной передачи причуд, затрагивая душу противника, в итоге отразились и на его телосложении. Для всех за одного это не было большой проблемой. Вдобавок, так как главный герой уничтожил причуду одного за всех вместе с младшим братом противника Йоичи, антагонисту оставалось только перейти к своему изначальному плану порабощения мира. К тому же ему больше ничего не мешает, ибо по его словам Тенка Шимура умер, а вместе с ним исчезла и причуда распада. Мидория не мог позволить злодею уничтожить все, за что он так отчаянно сражался и хотел помешать ему. Вот только внезапно главный герой ощутил невероятную боль, отчего его сознание тут же начало мутнеть. И затем к нашему взору попадает большая панель, где Изуку истекает кровью от того, что его руки были уничтожены. А значит, мое предположение о том, что из-за резонанса причуд Везуо и ОЗВ, имея физический облик в бессознательном мире, протагонист получал урон, который в итоге отразился и в реальном мире, о чем нам четко дал понять антагонист. Тем не менее, вспоминая все, что он пережил, свои стремления, ощущая невероятную боль, Мидория не сдавался. Но все за одного поглумился над ним, говоря, что люди часто становятся сильнее, когда что-то теряют. Но вопреки всему этому, по его словам, в Изуку изначально не было никакой силы. И его же геройство привело к такому жалкому состоянию, в котором он и убьет Деку. Однако прямо перед взмахом руки злодея появляется Сера и лентами оттягивает его кисть, не позволяя убить своего товарища. Все за одного хоть и ощутил его приближение благодаря чувству опасности, но не стал на него реагировать, так как для него было приоритетнее уничтожить Мидорию. На помощь ГГ прибыл не только Сера, но и Сата с Оджера, которые совместным ударом откинули противника подальше. Вот только хоть они и прибыли с благими намерениями, но Деку тут же переполнил страх, ибо сейчас с возвращением все за одного ситуация стала еще опаснее. Но тут появляется Айзава, извиняясь за то, что они так
опоздали. Еще и вышел он из портала, так что нас скорее всего ждет что-то от Курогири, или же Манома опять скопировал его причуду. Ненухури, как всегда, в ударе. Он не перестает травмировать Деку, теперь еще и Айзаву вернул на поле боя. К тому же видно, что, видимо, Эри восстановила ему ногу, но я не мог этого не показать. Ведь он мог прийти и таким образом. Скорее всего, если у Эри все еще остались силы, она вернет и Деку руки. Не зря же нам ее показали. Но вот насчет возвращения причуд, боюсь, что это невозможно, так как в случае с Мирио причуда была лишена ее же причуды. А вот Мидория в прямом смысле разбил все факторы. Сейчас пока точно неизвестно, нет ли у него хотя бы сверхчеловеческой силы. Но так как Изуку отдал даже Йоичи, плюс сам Визо упоминал, что ГГ сейчас пустой, скорее всего Деку теперь беспричудный. Однако, хоть и появился Айзава, мне почему-то кажется, что долго они не выстоят против все за одного в совершенном теле. Даже при том, что оно истощало после атак главного героя по душе Шигараки. Да, учитель отключит его причуды, но ведь у антагониста останутся причуды, исходящие от тела. Например, как сотворение рук, да и сверхсила тоже останется. И не думаю, что Сэра, Сата и Оджира справятся с этим. Бакуга обессилен, всемогущий лишился своего бронированного костюма, так что остается только получение бафа для Деку. Надеюсь, Хорикоши все же покажет нам его причуду. И также не забывайте, что писать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm taking it. What the fuck? Look at my passion ball.